Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами сделаем обзор на удивительную, замечательную колоду Патрика Валенса, оракул черного колдовства Милдред Пейн. Он пришел ко мне буквально на днях, я получила его с деком. Если вам интересно, где я заказала оригинальную колоду, то, пожалуйста, пишите мне в комментариях, спрашивайте, где я заказала. Получила я ее всего за 2 дня. И буквально на днях я вам сделала шут-видео о том, что я буду делать обзор на эту колоду. Кто такая Милдред Пейн? Считается, что Милдред Пейн – это ранее существовавшая ведьма, которая лежала в психиатрической лечебнице, куда ее поместил ее же отец, по причине того, что она якобы разговаривала с существами, которых не видит никто, кроме нее. И действительно, в те времена это было достаточно дико, довольно жутко. Ее поместили в эту лечебницу, где она создала свой изначально карманный оракул того, что она видела во сне, того, что она видела наяву, от всех тех невидимых друзей и призраков, которых она видела. После карманного оракула появился оракул черного колдовства Милдред Пейн, который создал уже Патрик Валенса, который известен нам как художник-психолог, который ходил по кладбищам, очень любил это дело, да, в детском возрасте вместе со своим другом, смотрел на надгробия и выделял какие-то определенные личности, какие-то определенные фигуры, делал из этих самых надгробий по фотографии свои собственные карты, оракулы, которые мы сейчас с вами видим, можем ими пользоваться. А также он любил посещать какие-то заброшенные психиатрические лечебницы и психиатрические лечебницы, существовавшие ранее, да, в его времена. И он с этих психотипов, тех, которые лежали в психиатрических лечебницах, срисовывал на свои карты, на свои оракулы вот этих самых людей, которые лежали, да, там. Появился оракул черного колдовства Милдред Пейн, который действительно является одним из самых жутких, наверное, оракулов ныне существующих. И сегодня мы посмотрим с вами, как вообще выглядят эти карты, что мы с вами можем наблюдать на них, и сделаем на них обзор, чем отличается их теневое значение и светлое значение. У карт Милдред Пейн есть теневое значение. Вы понимаете, да, то, что когда мы с вами вытаскиваем карту и кладем рядом с ними другую карту, то теневое значение образовывается тогда, когда две карты являются негативной. Светлое значение, когда 2 карты или 3 карты рядом лежащие, которые мы вытащили для трактовки для клиента, являются позитивными. И сегодня мы с вами рассмотрим, какие же карты являются негативными абсолютно в любом значении, какие карты являются позитивными, в чем сравнение теневое и светлое у этих карт и какие они вообще бывают. У меня коробочка классическая, черно-желтая, есть еще красно-черная и сине-черная. Если не ошибаюсь, это все. Я заказала себе черно-желтую, классическую, потому как мне по ней удобнее всего трактовать. Карты эти я держу не первый раз, да, я их уже смотрела. Я знаю, как они трактуются, поэтому я сегодня с вами изучу этот обзор, да, на трактовку именно. Первая карта, которую мы с вами видим и достаем из коробочки, это карта, ну, как начало, да, она является как начало. Mildred Payne Oracle Black Enchantment. Написано на карте. Оракул черного колдовства Mildred Payne. 2 таких скелетика стоят и колдуют. Ну, это как обложка, почему-то задом наперед здесь написано письмо от Mildred Payne о том, что рад, что вы познакомились с моим кровавым оракулом, и якобы крови здесь, да, от Mildred Payne. Вторая карта – это карта, как я понимаю, ее подруг, ее друзей, которые были с ней в этой лечебнице. Написано сзади Фенвуд Коуэн, 1933 год. Далее следует ее фотокарточка, как я понимаю, она такая вот необычная женщина была, даже пугающая немножко, да, такие большие глаза. Здесь 1933 год также указан, какое-то колдовское заклятие сзади и якобы отпечатки ее кровавые. И карта, которую мы с вами, самая последняя карта в этой колоде, которую мы с вами можем наблюдать, это карта ее детства, да, или ее юности. Это такая
карты, где она была еще подростком, 1929 год, также Фенвуд Ковен, как я понимаю, да, там, где она пребывала вместе со своей куклой. Вот так она выглядела в подростковом возрасте. И сзади вот такая вот рубашечка. И далее уже пошли карты. Пожалуйста, первая карта, которая называется Кавалькада. Первая карта – это карта Кавалькада. Вот такая вот безумная кавалькада монстров, которая вышла прямиком из ада, атакует людской народ, да, атакует людей. Тут вот такое вот чудовище, которое открывает свой рот и выпускает адские мелкие пакости, адских мелких чудовищ на свет, которые идут, барабанят в барабаны, трубят в трубы и сеет хаос по всему миру. Что означает эта карта в теневом значении? Если рядом с этой картой выпала еще какая-то карта негативного значения. Теневое значение этой карты – это значит ряд мелких неприятностей, которые скоро обрушатся на вашу голову, с которым вам придется справляться, хотите вы этого или нет. Это то, чего вы не сможете избежать. Какой-то ряд неприятностей – это, как говорят, черная кошка перебежала дорогу, и беда не приходит одна. Что-то из этой серии. Если мы с вами рассматриваем светлое значение этой карты, в светлом значении этой карты, значит, вы сумеете справиться с трудностями, и благодаря этим самым трудностям вы придете к личностному росту в результатах их же преодоления, в результатах преодоления этих самых трудностей. Очень интересная карта, насыщенные яркие персонажи, и мы с вами видим оттенок карты, да, как старую газету. Тоже очень приятно и интересно наблюдать. Надеюсь, вы видите, да, оттенок. И мы с вами переходим ко второй карте. Вторая карта называется «Злобная толпа». Разношерстная толпа возмущенных горожан бросает вызов злу. Им неведомо, что темные силы уже проникли в их группу. Каким образом, да, вот, соответственно, вот эта толпа, которая идет с вилами, с факелами на кого-то, обрушить свой гнев, совершить какой-то самосуд, как обычно бывало раньше, да, в фильмах мы с вами могли наблюдать, что что-то произошло, и люди решают совершить самосуд без участия полиции и так далее. Но к ним в толпу забрался вот такой вот дьявол, чертенок, который уже ворует часы из кармана одного из горожан. Им неведомо, кроме одной единственной женщины, которая увидела этого бесенка, да, им неведомо то, что у них в толпе есть кто-то, кого они считают за своего, но на самом деле он таковым не является. На самом деле он является предателем. Что значит теневое значение? Это действительно предатель, про которого вы, возможно, не знаете или думаете, то, что это человек вхожий в ваш коллектив, да, вхожий в вашу толпу, думаете, то, что он действительно является хорошим человеком, но на самом деле это не так. Теневое значение также говорит о том, что на пути ваших амбиций встанут некие силы, возможно, сверхъестественные силы, возможно, сама Вселенная не даст вам совершить что-то, что вы планируете совершить в ближайшее время. Либо данная карта означает сильное сопротивление с чьей-то стороны. Но одной из главных трактовок негативных, да, в темной стороны, это то, что вас кто-то пытается обмануть, обхитрить. Тот, на кого вы рассчитываете, и тот, о ком вы думаете, то, что он ни за что в жизни этого не сделает. Светлое значение этой карты говорит о единстве, о том, что нужно собраться всем вместе ради общей цели, о коллективе, который объединился ради какой-то определенной цели или против кого-то. Карта говорит об объединении, если карта имеет в виду светлое значение. Третья карта – это карта садовника или садовницы. Да, мы с вами видим женщину, уставшую от дико растущих сорняков в своем саду, которая решила срубить головы, да, головы в виде каких-то вот таких вот скелетов, в виде каких-то чертят. Она решает их отрубить, во что бы то ни стало убрать их из своей жизни. Темное значение этой карты говорит о том, что
происходит смерть каким-то идеям, какому-то творческому процессу. Возможно, вы о чем-то думаете, вы мечтаете о чем-то, этот творческий процесс прерывается. Но прерывается он в вашей же собственной голове, то есть вы сами мешаете этому творческому процессу. Тут еще такая кровавая луна говорит о том, что действительно в вашей голове зародилась какая-то замечательная идея, но вы сами ее полностью на корню срубили. Либо кто-то ставит вас на место и критикует ваше поведение, критикует ваши какие-то творческие идеи. Это либо начальство, да, либо ваши друзья, о которых вы тоже думали, то, что они являются вашей опорой и поддержкой. Допустим, вы говорите о том, что вы хотите открыть бизнес, ваша подруга или ваш друг или ваш любимый человек говорит о том, что фу, какая ерунда, зачем ты этим занимаешься в принципе, да, это для вас очень важно. Кто-то ставит вас на место, критикующий или деструктивный человек. Светлое значение, если карта рядом выпадает позитивная, говорит о том, что вы избавитесь от проблем раз и навсегда. Вы уберете все ненужное, отсечете то старое, что мешало вам жить. Карта также говорит о негативно перенесенном детстве, о том, что оно мешало вам жить и мешало развиваться творческим каким-то идеям. Карта говорит о том, что взять на себя ответственность, раз и навсегда избавиться от негатива. Либо говорит также о каких-то магических воздействиях, оказанных на вас, и вы справились с ними, и справились с помощью чьих-то усилий, да, и либо сами вы с этим справились. Четвертая карта у нас карта кровавой Мэри, которая удирает к своему дому, да, с похищенным ребенком. Она украла его из любящей семьи. Тропинка ведет к ней домой. Вот, пожалуйста, из дома в ее дом. Она смеется, ребенок плачет, она закрывает ему рот. Тропинка ведет прямо к ее ветхому дому в лесу, где она попытается вырастить и воспитать ребенка сама. Теневое и темное значение этой карты – это потеря, украденное имущество, кража, что-то или кто-то у вас отобрал не вовремя. Возможно также о том, что у мужа есть любовница или у жены есть любовник, да, либо о том, что на вашего ребенка влияет какой-то социальный процесс, да, какие-то люди из его общества, ну и социального слоя, с кем он общается. Если это светлое значение, то это легко раскрываемое преступление или тайна. Следуйте подсказкам до логического конца. Кто-то или что-то у вас украл, но вы это обязательно найдете. Пятая карта в оракуле. Это друзья-мертвецы, друзья-скелеты, где показано трио скелетов, я так понимаю, детей, да, какого-то небольшого возраста, маленького возраста, от, возможно, 5 до 9 лет. Это маленькие скелеты такие, которые танцуют, держась за руки в ночном небе, ни о чем не беспокоясь. Такие беззаботные друзья-скелеты. Темное значение этой карты – это игнорирование надвигающейся проблемы. Какая-то проблема надвигается на вас, но вы ее просто выбрасываете из своей головы, хотя подумать о ней стоит. Это пренебречь серьезной ситуацией и говорит также о глупой наивности и чрезмерной инфантильности. Светлое значение этой карты говорит о том, что вы не переживаете по поводу того, что нельзя контролировать. Вы выкинули из своей головы все мысли, которые мешают вам дальше прогрессировать по жизни. И вы делаете это правильно. Также карта может говорить о безработице, но о том, что вы скоро найдете себе работу, подходящую по вашему призванию, и вы пойдете работать туда, куда вы действительно хотите. И карта также говорит о том, что вы откладываете заботы на завтра, не переживая о них сегодня, и тем самым вы действительно добьетесь успеха, потому как ваш мозг, ваши мысли, вернее, даже не ваш мозг, ваши мысли не указывают вам, что вам делать сегодня. Вы можете отдохнуть и завтра приступить к предстоящим делам.
да, то есть вы, в принципе, не заботитесь о завтрашнем дне, тем не менее, выходите всегда сухим из воды. Шестая карта переводится как «замотанные ведьмы». На карте мы видим злобного демона, который хохочет от удовольствия и плотно обматывает молодых девушек, что-то над ними колдует, да. Наблюдающая за этим сверху луна намекает, что девушки замотаны только в своем воображении. Девушки могут выбраться, но их воображение им не дает. Темное значение этой карты – это контроль мыслей, это промывка мозгов. Это пропаганда, которой вы верите. Вы смотрите телевизор, и вы верите, что это точно и действительно происходит. Вы не верите самому себе. Тем самым ограничиваете себя, не имеете критического мышления. Это какие-то ограничивающие убеждения, это рабство, это действительно заключение под стражу. Или вы являетесь чьим-то заложником, или кто-то, кому выпала эта карта, является заложником или заложником обстоятельств. Это какие-то долги, это алименты, все, что связано с тем, что вас сковывает. Ощущение транса. Возможно, действительно, в прямом смысле этого слова, это транс или гипноз. Если мы говорим о светлом значении этой карты, это искусство или дар убеждения, убедить других в правильности собственных убеждений. Убедить других в правильности собственного выбора. Девушка пытается убедить родителей в том, что действительно этот парень ей подходит, и она добивается успеха. Быть искусным оратором или собеседником. То есть вы либо искусный оратор где-то, да, на какой-то большой сцене, вещаете для, я не знаю, там для толпы людей, вы какой-то тренинг-менеджер, и вы действительно убеждаете людей в своей правоте. Седьмая карта называется «Астральная проекция». Девушка спит, свернулась калачиком в своей постельке, и тут она вышла из себя, да, во сне, то есть ее душа вышла из ее тела. Маленькие демоны пытаются с помощью вот этого маленького такого кинжала отрезать волосок, который связывает ее душу и ее тело. То есть ей грозит опасность во сне, а она не понимает, что происходит. Темное значение этой карты – это уязвимость перед чем-то или перед кем-то. Это риск в какой-то ситуации, то есть вы рискуете потерять все. Либо это действительно смерть в прямом смысле этого слова, либо это угроза смертельная, вы живете с тем человеком, который может нанести вам смертельную какой-то смертельный урон, пока вы спите, да, допустим, это ваш муж или ваша супруга, или кто-то еще из близких, которые хотят вас убить. Как бы это страшно ни звучало. Если это светлое значение, то выйти за рамки ограничений, выйти из зоны собственного комфорта, либо это связаться действительно с духом, с каким-то добрым духом, да, как астральная проекция, выйти в астрал и связаться с этим духом. Видения, какие-то сны, которые сбываются, сны позитивного характера. Восьмая карта называется «Ангел, сошедший с небес», да, или просто «Ангел». Прекрасный ангел спустился с небес, чтобы напомнить демону, что не стоит так вольно выражаться. Демон, видимо, вот видите, исходит из его рта дым, огонь, он как-то не очень хорошо выражается, о ком-то говорит, что-то сплетничает, да. Темное значение этой карты – это сплетни, слухи, это едкие замечания, это буллинг. Это клевета, это кибербуллинг, да, буллинг в социальных сетях, это вранье, или какие-то обидные высказывания. Чаще всего высказывания, которые действительно не являются каким-то весомым аргументом против конкретного человека. То есть это какая-то ложь, ложные высказывания. Если мы говорим про светлое значение, это
ситуации, требующие манер соблюдения этикета, да, то есть, может быть, человек пошел на курсы какого-то этикета и пытается быть более таким тактичным, более толерантным и так далее. И не бояться уличить других в их проступках. То есть вы выражаете свое мнение. В светлом значении это значит выражать свое мнение и не бояться то, что кто-то тебя осудит. Девятая карта называется «Больная ведьма». На карте мы видим больную ведьму, которую рвет в чашу. Видим кровавую луну, с которой капает кровь, да. Действительно, ведьме очень плохо. Один из чудовищ ей помогает, подставляет ей эту чашу, а другое чудовище, которого она держит, я не понимаю, что это такое, но это хвост, видимо, да. Он чешет свою репу и думает, чем бы ей помочь. То есть пока один помогает, другой думает, чем бы ей помочь. В теневом значении вы живете или пребываете совсем не с тем человеком, который действительно вам нужен. Другой человек вам помогает, тот человек извне, да, совершенно чужой человек вам может помочь, или чужие, другие люди вам могут помочь. Но тот человек, кто рядом, он не понимает вас и не может вам помочь. Он совершенно не ваш человек. А также в теневом значении это в прямом смысле этого слова недуг, какой-то болезнь. Это плачевный результат плохих привычек или пренебрежения физическим здоровьем. Вам действительно нужно показаться врачу. Либо также наркотики, алкоголь, да, здесь воздействие именно вот этих каких-то веществ. Светлое значение – это избавление от токсинов, очищение тела, души и разума. В прямом смысле этого слова чистка, после которой вам становится лучше. И действительно, светлое значение еще там, где вы понимаете, что не с тем человеком рядом находитесь. Не того человека держите возле себя на привязи, да, на какой-то. И 10-я карта, мы сегодня с вами обсудим именно 10 карт, будет еще 2-я и 3-я часть этого выпуска. 10-я карта – это травы. Это 3 редких магических растения, которые представляют собой растительную составляющую ведьминского зелья. С их помощью можно создать эликсир или яд, в зависимости от того, что вам на данный момент необходимо. Теневое значение этой карты – это какой-то яд, это опасный ингредиент или секретный какой-то ингредиент, или ядовитое сочетание. Какое-то неразрешимое уравнение, возможно. И в светлом значении это лекарство, это новое решение проблемы. То есть это все, что касается именно выздоровления или оздоровления. Итак, сегодня мы с вами изучили 10 карт черного колдовства Милдред Пейн. И в следующем выпуске видео мы с вами изучим еще 10 карт этого оракула, чтобы видео у нас с вами получилось не слишком длинным. Ставьте видео на перемотку, на паузу и записывайте, пожалуйста, значение данного оракула. Этот оракул очень хорошо помогает разобраться в психологических ситуациях и в ситуациях, когда на человека, возможно, навели порчу, какой-то негатив или поставили какой-то блок. Благодарю вас за то, что вы сегодня посмотрели меня, и оставайтесь со мной на моем канале, подписывайтесь на меня, ставьте лайк, жмите на колокольчик, и до новых встреч. Всего вам доброго.